Итак, давайте проведем честный технический аудит нашей жизни. Посмотри на свои результаты. Тебе кажется странным, что ты буксуешь в одной и той же точке годами, хотя у тебя есть все ресурсы, чтобы выйти в открытый океан. Есть же такое. Вот ты жалуешься на свою работу, на безденежье, на токсичные отношения. Ты кричишь, что хочешь перемен, но как только перед тобой открывается дверь в новую жизнь, ты сам ее закрываешь. А если ты все-таки в нее заходишь, у тебя начинает все вдруг налаживаться, ты совершаешь какую-то дикую глупость и все сам разрушаешь. Или ты либо боишься выйти из своего привычного болота, либо панически боишься того момента, когда у тебя все станет по-настоящему хорошо. Давай сегодня мы взломаем этот код саморазрушения. Давай объединим две темы, которые мешают нам жить. Почему ты держишься в сострадании и почему ты саботируешь свой триумф. Я объясню тебе 5 системных механизмов, по которым твой мозг работает как какой-то диверсант. И дам тебе 5 инструментов, как перенастроить твою навигацию на успех без откатов. Досмотри до конца, потому что 4-я причина – это то, что прямо сейчас заставляет тебя сливать самые выгодные сделки и лучших людей во всей твоей жизни. Вот пойми базу. Твоя психика – это оборотное предприятие. Вот ее главная задача – это не твое счастье, а твоя безопасность. А безопасность для нашего рептилоидного мозга, можно так сказать, это то, что проверено временем. Вот назовем его гомеостаз. Вот в инженерии это способность системы сохранять стабильность. Для твоего мозга твоя нынешняя плохая жизнь – это почему-то безопасная база. Почему так? Потому что ты в ней выжил. Ты вчера не умер в этом безденежье. Не умер. Значит, с точки зрения инстинктов, это идеальная среда. А что такое успех? Богатство, счастье. Это какая-то неизвестная переменная. Ты там никогда не был. А значит, система воспринимает это как угрозу. Мозг выбирает гарантированный минус вместо вероятного плюса. Ты не уходишь оттуда, где тебе плохо. Не потому что ты слабый, а потому что твой внутренний механик боится, что в раю у него не будет запчастей для ремонта. Ты – это то, на чем ты вибрируешь. Если ты годами живешь в стрессе, обиде или какой-то борьбе, твой организм привыкает к определенному коктейлю этих гормонов. Ты буквально становишься наркоманом своего несчастья. Когда в твоей жизни наступает покой или успех, твоя химическая лаборатория начинает протестовать. Ей не хватает привычных токсинов борьбы. И ты сам, того не осознавая, начинаешь искать повод для конфликта. Ты портишь отношения с женой, ты срываешь сроки, ты лезешь в какую-то драку. Зачем? Чтобы вернуть уровень стресса к привычной отметке. Тебе неплохо, тебе непривычно. И твоя система делает все, чтобы вернуть тебя в знакомый ритм саморазрушения. Это то, что мы называем страхом успеха. Вот представь себе, шторм закончился. Ты в тихой гавани, у тебя на счету деньги, дома спокойствие и мир. Ты стоишь на навигационном мостике, и у тебя просто как-то холодеет все внутри. Ты почему-то не доверяешь этой тишине. Знаешь почему? Потому что в твою прошивку встроен вирус. Он называется «За все хорошее придется платить». Ты боишься, что после этого взлета будет какое-нибудь фатальное падение. Поэтому ты сам заранее гасишь этот свет. Ты совершаешь саботаж, чтобы заплатить судьбе малым и не потерять все. Ты выбираешь жить на 10% своей мощности, чтобы не привлекать внимание воображаемого результата расплаты. Потому что ты слишком сильно любишь свой образ. Ты привык гордиться тем, как ты вывозишь эти проблемы, как ты выживаешь вопреки всему. Это твоя броня. Это твоя главная роль, за которую тебя уважают друзья и жалеют близкие. Но что произойдет, когда бороться больше не с чем? Если у тебя все хорошо, то кто ты тогда? Обычный человек? Ты боишься, что без веса своих проблем ты потеряешь свою глубину? Твое эго выбирает страдание, потому что ты в страдании. Потому что ты в страдании герой. А в успехе ты просто какой-то наблюдатель. Ты предпочитаешь оставаться великим в своих мучениях, чем стать счастливым в своей простоте. В своем болоте ты мастер спорта, гроссмейстер.
Ты точно знаешь, как реагировать на удары судьбы. Ты профессиональный выживальщик, но в счастье, в покое ты полный новичок. У тебя нет навыков жизни без кризисов. Твое эго панически боится этой потери контроля и уязвимости. Там, в новой жизни, ты будешь совершать ошибки. И будешь, может быть, выглядеть как-то глупо. Поэтому система возвращает тебя в привычный ад, где ты снова самый умный, самый опытный. Даже если этот ад тебя медленно почему-то уничтожает. Давай заглянем в самую суть. Вот мы держимся за свою боль, потому что она дает нам ощущение границ. Боль говорит тебе, ты существуешь, потому что тебе больно. Вот многие из нас не умеют чувствовать себя живым без трения об реальность. Мы как корабли, которые привыкли, что их корпус всегда вот бьет волна какая-то. И когда наступает полный штиль, нам кажется, что мы просто исчезаем. Мы боимся этой пустоты, в которой нет врагов, нет пожаров и нет долгов. Но правда в том, что штиль – это не отсутствие жизни. Штиль – это время для того, чтобы почистить наши пушки, изучить карты и понять, куда ты действительно хочешь плыть, когда тебе больше не нужно ни от кого убегать. Вот твой саботаж – это просто крик твоего напуганного старого «я», которое понимает, что в новой счастливой жизни ему места нет. Тебе не нужно набраться мужества, чтобы позволить этой старой версии себя уничтожить. Только тогда ты сможешь по-настоящему видеть и владеть своей траекторией. Знаешь, хватит быть диверсантом на собственном судне. Я дам тебе 5 конкретных шагов, как перенастроить эту систему. Каждый раз, когда ты начинаешь привычно ныть, или когда ты ловишь себя на желание все испортить в хороший момент, просто остановись. Скажи вслух: сейчас я осознанно выбираю этот тупик или этот конфликт, потому что боюсь новизны. Как только ты выводишь саботаж из подсознания на свет, он теряет над тобой власть. А сознание лишает страх его главной силы невидимости. Приучай свой мозг к тому, что покой – это безопасно. Когда тебе хорошо, не ищи подвоха. Сделай просто глубокий вдох и скажи: это не затишье перед бурей. Это результат моего труда, моя система в безопасности. Дрессируй свою психику. Не сбрасывай энергию успеха через какую-то тревогу. Навигация в штиле – это тоже работа. Ее нужно выполнять качественно. Расширяй свою пропускную способность. Вот радость и успех – это энергия высокого вольтажа. Если твой кабель привык только к страданию, счастье его просто сожжет. Начинай привыкать к хорошему дозированию. Побудь в состоянии «нехорошо». Сначала минуту, потом 5, потом час. Не убегай сразу в дела или проблемы. Учи свою нервную систему выдерживать высокое напряжение и благополучие без попытки его сбросить или аннигилировать. Признай, что твой внутренний боец выполнил свою задачу. Он помог тебе выжить в штормах. Поблагодари его. И официально просто отправь в запас. Теперь тебе нужен не солдат, а архитектор. Начни задавать себе новый вопрос: что я создам, когда мне больше не нужно спасаться? Твоя ценность не в твоих шрамах, а в твоей способности созидать этой тишине. И вот 5-й шаг. Назовем ее космической бухгалтерией. Вот знаешь, убей в себе веру в то, что за радость придется платить горем. Это не миф твоего страха. Нет никакой небесной бухгалтерии. Твой успех не забирает ресурс у других. Наоборот, только из состояния избытка ты можешь дать этому миру что-то ценное. Перестань платить страховые взносы судьбе за свои страдания. Ты больше никому ничего не должен. Вот теперь у тебя нет оправданий. Ты увидел свою клетку и понял, как работают ее замки. Либо ты продолжаешь прятаться в привычной боли, либо ты разрешаешь себе стать тем, кем ты всегда мечтал быть. Стать навигатором в своей жизни. Ты больше не тень и не жертва вируса под названием «потом». Ты человек, который осознал своего внутреннего саботажника и лишил его этого штурвала. Но я знаю, что твоя система сейчас подкинет тебе последнюю защиту. Она скажет: ага, хорошо, гениально, начну завтра. И это завтра самая опасная ловушка в твоей жизни. Вот в следующем видео мы давай взломаем эту иллюзию вечного завтра. Мы поймем, почему мы откладываем начало жизни на бесконечное потом. И как этот вирус, его можно назвать именно вирусом под названием потом, который ворует твой единственный реальный капитал. Знаешь какой? Твое время. Да, это будет жесткий аудит, после которого ты больше не сможешь врать самому себе.
Подписывайся на этот канал, если тебе нужна реальная инженерия смысла, а не просто какой-то философский шум. А сейчас, как обычно по традиции, напиши в комментариях одно слово. Какое страдание ты считаешь своим самым уютным? Просто назови его, выведи этого демона на свет. Друзья, оставайтесь со мной. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А сейчас улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. До встречи в следующем видео.